Здравствуйте! Сегодня мы отправимся в жаркую Мексику, чтобы посмотреть, как делают национальный напиток мескаль, который чем-то похож на текилу. Так выглядит очищенный от листьев плод агавы, который мексиканцы также называют пинья. Это именно то, из чего делают мескаль. Этот напиток – ликер. Винокуры готовят пинью в течение 5 дней под землей в таких самодельных печах, как эта. Из спиртного испанских завоевателей мескаль превратился в национальный напиток Мексики. Для изготовления как мескаля, так и текилы используются растения рода агава. Но мескаль, в отличие от текилы, производится из 5 видов культурной агавы и даже с добавлением диких разновидностей, а текила только из одного вида – голубой агавы. Известно, что жители Мексики производят мескаль на протяжении многих веков. Сегодня популярность мескаля постоянно растет, все больше людей хотят его попробовать, поэтому стоимость мескаля все время увеличивается. Только в 2021 году его стоимость выросла на 50%. Сегодня мескаль – это один из напитков, наиболее быстро набирающих популярность в Америке. И сейчас рынок мескаля в США больше, чем в Мексике. Но, несмотря на рост международной популярности, некоторых производителей вытесняют из этой отрасли. Некоторым из них даже запрещают называть свою продукцию мескалем. Получение сертификата на производство может достигать целого года, а стоить он может несколько тысяч долларов. Поэтому производители говорят, что все эти препятствия нарушают их давние традиции. Из-за этого некоторые из них, такие как Грациела Анджелес Карреньо, идут на хитрость и теперь маркируют свои бутылки под названием «дистиллированная агава». Чтобы увидеть, как производители напитка собирают, готовят, ферментируют и перегоняют агаву, следует посетить мексиканский штат Оахака. Несмотря на то, что и мескаль, и текила изготавливаются из одного и того же растения – агавы, мескаль на самом деле имеет более древние традиции, чем текила. Он имеет ярко выраженный аромат копчения. Мескаль получил свое название от ацтекского слова «микскалли», означающего агаву, запеченную в духовке. Но в итоге его прозвали эликсиром богов. Как гласит легенда, в доколумбовой Мексике молния ударила в растение агавы, и в результате чего получился мескаль. На протяжении большей части истории мескаля он относился к напитку низшего класса. Он был распространен среди бедняков, крестьян и необразованных людей. Семья Грациела производит мескаль в городе Санта-Катарина-Минас с 1898 года. Но в отличие от своих предков, она выращивает свою агаву, или магей, как его называют местные жители, из семян. Вот так выглядят семена. Грациела продолжает использовать этот более медленный метод, что помогает агаве лучше противостоять болезням. В то же время другие компании предпочитают использовать корневое черенкование для ускорения процесса выращивания. Голубая агава – это многолетнее растение суккулент. Через несколько лет растение образует большие розетки из крепких мясистых листьев. Эти молодые растения используют в качестве рассады для нового поля. На таких полях ежегодно высаживаются сотни тысяч новых растений. В таком виде саженцы могут храниться в течение нескольких месяцев до их посадки. Такая красная вулканическая почва очень богата питательными веществами для выращивания агавы. Перед посадкой растения опускают в защитный раствор. Поле размечают для равномерной посадки. Посадку производят ручным способом. А белое вещество – это известь. Лучше всего поле видно сверху. Когда растения посажены, придется подождать несколько лет до созревания агавы. Первый урожай можно собирать начиная с 7 лет. Ядро растения может весить около 100 кг, а разброс листьев достигать 2 метров. Процесс ухода за агавой заключается в ежегодном добавлении удобрений. Таким образом, выкапывается ямка и туда бросают удобрения. Затем растения обрызгивают пестицидами.
Обычно собирают урожай после того, как агава достигнет достаточно больших размеров. Например, вот этим растениям 22-23 года. Сбор агавы всегда производится вручную, а основным инструментом является вот такая небольшая лопатка. Главная задача сборщика – подрезать корни и удалить шипы. Опытный сборщик может обработать одно растение за 15 минут. Все зависит от размера растения. Небольшую агаву можно обработать гораздо быстрее. Сначала удаляются листья, затем срезаются шипы, расположенные на кончиках внутри каждого листа. Если этого не сделать, то шипы случайно могут попасть под кожу, где они могут мигрировать, вызывая сильную боль. Шипы вызывают жжение и зуд кожи. На теле выступают прыщи. Старожилы говорят, что в доиспанскую эпоху шипы агавы использовались в качестве наказания для воров. Кроме того, листья агавы выделяют химические вещества сапонины, которые также могут быть опасными для человека. То, что остается после очистки, это сердцевина агавы, называемая пиньей. Чтобы ее раскопать, придется приложить массу усилий. После сбора урожая сборщики возвращаются усталыми. В их телах полно шипов. Как уже было сказано, пинья может весить не меньше 100 килограмм, поэтому рабочие разрубают сердцевину, чтобы ее было легче нести. Затем агаву переносят в кузов грузовика. На другом поле выросла агава весом почти 250 килограмм. Она с трудом помещается в маленький грузовичок. Сердцевины агавы привозят на место, где из нее будут делать мескаль. Но до того момента, когда агава превратится в мескаль, пройдет еще несколько недель. Сначала сердцевины нужно разрубить так, чтобы их было удобно разместить в печи. Строительство печи – это целое искусство, которое передается из поколения в поколение. В этой печи сердцевину агавы будут готовить. Сначала рабочие забрасывают в печь бревна, чтобы растопить ее. Камни для печи очень огнестойкие и выдерживают высокие температуры. Рабочие набрасывают камни поверх дров. Камни разогреваются под действием огня до температуры в 2000 градусов Цельсия. Их прокаливают на огне в течение 9 часов, поэтому они раскаляются до красна. Сверху камней располагают волокна. Волокна увлажняют процесс, образуя слой, похожий на изоляцию, чтобы пиньи не касались непосредственно камня. Если они будут касаться камней, то они сгорят. Сверху на волокна кладут сердцевины агавы, сначала большие, а потом маленькие. Рабочие пинают ногами плоды, чтобы каждая пинья встала на свое место. Рабочие думают, как более эффективно собрать этот пазл. Затем двое рабочих набрасывают на все это тканевый полог. И, наконец, они насыпают слой земли вокруг печи, чтобы удерживать тепло внутри нее. Когда почва уложена, в конус этой пирамиды сверху добавляется вода. Пар выходит с силой, подобно вулкану. От этого угли внутри печи медленно тлеют, придавая мескалю приятный аромат дыма. В конце процедуры вверху ставится деревянный крест, благословляющий эту партию. Мексиканцы считают, что крест не позволит вселиться в мескаль ничему плохому. Агава будет томиться в печи в течение 5 дней. Чтобы посмотреть следующий шаг в производстве мескаля, необходимо отправиться на ликероводочный завод под названием «Три мескитовых дерева». Он расположен на востоке от деревни Сан-Бальтасар-Гуэлавилла. Здесь производитель делает мескаль уже 40 лет. На сегодняшний день его бизнес составляет 6000 литров мескаля в год.
Рабочие переносят приготовленные сердцевины агавы в эту дробилку. Чтобы раздавить агаву, обычно лошадь или быки тянут этот каменный круг весом 500 килограмм. Рабочие используют вилы, чтобы переместить измельченные волокна агавы в бродильные чаны. Затем в резервуар добавляют воду, чтобы растворить сахар. Постепенно природные дрожжи начинают поглощать сахар и превращать его в алкоголь. Процесс брожения длится почти неделю, и работники постоянно проверяют, как идет этот процесс. Сначала работник слушает, нет ли звука выхода из чана пузырьков углекислого газа. Если пузырьки брожения выходят очень медленно, то напиток скоро будет готов. Если брожение прекратилось, то раствор готов к перегонке. Затем в емкость погружается тростник с отверстием, так называемый дегустатор. Вкус напитка должен напоминать темное крепкое пиво. Когда раствор будет готов к перегонке, рабочие сгребают волокна в перегонные кубы и добавляют еще воды. Из каждой бочки получится около 100 литров мескаля. Место, где происходит дистилляция, по-испански звучит как паленке. Когда волокна агавы нагреваются, пары спирта поднимаются вверх. Они проходят по этой трубке и конденсируются. Конденсат капает в подставленный кувшин. Раствор перегоняют во второй раз, чтобы получилось 4 кувшина. Первый кувшин называется головой, в нем содержание алкоголя самое высокое. Второй кувшин называется телом, и в нем алкоголя содержится немного меньше. Третий кувшин называют хвостом, где спирта еще меньше. Обычно тело – это то, что разливается по бутылкам, а хвост используется для ополаскивания бутылок. И, наконец, последний кувшин содержит в себе кислотный остаток, называемый ингуиш. Его, как правило, используют для мытья полов. Предприятие Грациело производит 8000 бутылок в год. Продукцию своего бренда Real Minero она продает в Мексике. Часть продукции также экспортируется в США и в Европу, но так было до 2010-х годов. Со временем этот мескаль начал вызывать все больше интерес за пределами Оахаки. Он стал предлагаться в модных барах США и в других странах. В ответ на это за 6 лет, с 2014 до 2020 года, производство мескаля в Мексике выросло на 400%. К этому времени США по уровню потребления обогнали Мексику. Америка стала крупнейшим рынком сбыта мескаля. Сегодня то, что когда-то считалось напитком бедняков, приобрело мировую известность. Чтобы стандартизировать и регулировать растущую отрасль, в это дело вмешалось мексиканское правительство. Это началось в 1994 году, когда правительство учредило Denominación de Origen, специальную марку защищенного наименования по происхождению для мескаля. Это похоже на то, как защищено шампанское, которое может быть произведено только в одном конкретном регионе Франции. Этим самым должен был быть защищен традиционный процесс изготовления мескаля, а также место, где он сделан. Глиняные горшки – это типичные сосуды, в которых местные предприниматели хранят мескаль. Полученный спирт производители смешивают с небольшим количеством воды для стабилизации, а затем разливают по бутылкам. В таком мескале содержание алкоголя может составлять всего 36%, но в кустарных изделиях крепость может составлять 45 градусов. Мескаль, выдержанный в бочках, становится все более распространенным для продажи его на экспорт. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!